Всем привет! Вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры и долгие стримы с человеческим лицом. И сегодня я вам представлю свой топ-10 беспроводных наушников-вкладышей. Да, беспроводные наушники не особо ушли вперед, по большому счету, а что ты там еще придумаешь? Уже больше 5 лет они их клепают, когда-то были, по мне, эталоном AirPods, и сейчас все ушло далеко от них. Почему? Потому что они просто встали и делают деньги. Кто делает хорошо и интересно, вы узнаете в ролике, но, разумеется, это тоже какие-то гиганты. Если вы слышите бренд Oppo, Realme или что-то подобное, помните, что это концерн огромный BBK. И у них есть те же OnePlus, но у OnePlus нет наушников-вкладышей. Зато у Xiaomi, у их суббрендов много всего есть. Помимо этого, разумеется, есть техногиганты, такие как Huawei. И что нас интересует во вкладышах, меня лично, в первую очередь, это качество микрофона, качество звука и удобство использования. Все представленное в топе я могу с легкостью рекомендовать. Надеюсь, он вам понравится. Пишем в комментах, что вы выбрали для себя, потому что для многих вкладыши это... Не знаю, наверное, самое приятное из беспроводных наушников. Да, есть полноразмерки, накладные, да, есть наушники-затычки, но вкладыши по-настоящему по мне комфортны и более безопасны, чем наушники внутриканальные. Почему? Потому что, в конце концов, вы окружающий звук весь слышите, но они бывают и с шумоподавлением. В топе будут только наушники 23 года, так что если у вас вкладыши какие-нибудь там Vivo, знайте, что их, если они у вас работают, смысла менять нет. Опять же, мое субъективное мнение. Смотрим. Всем привет, с вами Саня, и вы на канале Польза.нет. И сегодня я представлю вам свой топ-10 наушников беспроводных, разумеется, вкладышей 2023 года. В данный топ вошли свежие модели, выпущенные в этом году, и среди новинок есть действительно неплохие, по моему мнению. Разброс по цене и, конечно же, качеству слегка присутствует, но, на удивление, высокая цена не всегда гарантирует качество звука и дополнительных фишек. Вкладыши практически всегда хуже, чем затычки, передают басы, и это связано с особенностями их конструкции, но это не касается всех вкладышей. Но у вкладышей достаточное количество плюсов, ради которых их выбирают огромнейшее количество людей. Перечислять их не буду, чтобы не затягивать, и традиционно полноценные обзоры на каждую из моделей данного топа вы можете увидеть по ссылке в описании к данному ролику, и в отдельном обзоре вы можете увидеть все настройки приложения и, самое главное, это примеры работы микрофонов. Да, YouTube довольно сильно сжимает качество звука, но все равно вы сможете получить представление о качестве работы микрофонов. Если у вас есть возможность послушать данную пару перед покупкой, не пренебрегайте этим, а скорее всего к ней наоборот старайтесь стремиться, особенно со своим источником и те композиции, которые вам интересны. У каждого человека свои анатомические особенности строения слуха, да и слух в принципе даже с возрастом меняется. И одним людям наушники могут подходить, а другие будут чувствовать дискомфорт даже после 15 минут прослушивания музыки. И еще один маленький лайфхак. На любую из моделей наушников-вкладышей можно всегда купить на маркетплейсах, притом любых, силиконовые насадки, например, как для яблочных AirPods, они перестают выпадать из ушей, если они у вас вдруг держатся неплотно. Плюс еще и басов добавится. Ну все, довольно вступление, полетели. Открывает сегодняшний топ на 10 месте Xiaomi QCY T20 AliPods. Плюсом данной модели я отнесу сбалансированное звучание, компактный бокс, приятный дизайн, система из 8 микрофонов в общей сумме с технологией шумоподавления ENC, Bluetooth версии 5.3, режимом низкой задержки, сенсорным управлением с возможностью регулировать громкость прямо с наушников, а также поддержку фирменного приложения. В комплекте мы имеем бокс, наушники, кабель для зарядки с USB-A на Type-C и краткое руководство. Один наушник весит 4,1 грамма, а бокс 28 граммов. Габариты бокса небольшие, звуковод овальной формы, в наушниках установлена металлическая сеточка, размера звуковода 6 на 7,5 мм, в продаже есть белая и черная расцветка, зарядный бокс изготовлен из матового пластика с глянцевой вставкой и надписью QCY с тыльной части. Материалы тактильно приятные, сборка неплохая, но бокс скользкий. В кармане не мешается. На корпусе расположили LED-индикатор, прорезиненную часть для удобного открытия крышки и разъем для зарядки Type-C. Люфт у крышки небольшой, а крепление крышки пластиковое. Внутри бокса на матовой поверхности находится два глянцевых места под наушники с двумя контактами для зарядки в каждом. Маркировка Left-Right и краткая информация. Наушники в боксе не гуляют. Вынимать наушники из бокса не совсем комфортно из-за крышки. Изготовлены уши из глянцевого пластика. Посадка данной пары удобная. Из ушей выпирают наушники минимально.
при занятии спортом из ушей по мне не вылетают. После 2 часов прослушивания музыки дискомфорта от наушников я не ощутил. На корпусе наушников находятся контакты для зарядки, световые индикаторы, которые находятся за металлической решеткой на внешней части ножки. При воспроизведении музыки индикаторы не мигают. 4 микрофона с технологией шумоподавления ENC и сенсорная панель. Из тапов на борту доступна плей-пауза, переключение треков, вызов голосового помощника, включение-выключение игрового режима, регулировка громкости, ответ завершения вызова и игнорирование вызова. Одиночный тап по умолчанию отключен, из-за этого ложных срабатываний нет, но на него можно назначить регулировку громкости. Откликаются наушники на тапы хорошо, в целом управление довольно удобное и хорошо, что есть возможность настроить тапы в приложении. Но использовать все команды нельзя. К примеру, я отключил вызов голосового ассистента, а также сенсорные области расположили по мне слишком низко. Оснащены наушники LCP 13-мм драйверами с титановым покрытием и композитными диафрагмами. Активного шумоподавления нет, что неудивительно за данную стоимость. Заряд наушников в шторке отображается по одному, они работают, но переподключение не бесшовное. Наушники автоматически подключаются после открытия бокса с ранее сопряженным устройством, анимация на борту, после изъятия их из бокса с ранее сопряженным устройством, анимация на борту, но ее нужно включить в приложении. Емкость аккумулятора бокса 220 мАч, полный цикл зарядки занимает в среднем 1 час 20 минут, наушники можно перезарядить от бокса 3 полных раза, саморазряд у бокса я не наблюдал, емкость аккумулятора наушников не заявлена, полный цикл зарядки занимает до 1 часа, отыграли они на 100% громкости по кодеку AAC 4 часа 40 минут. Я лично не советую слушать их на 100% громкости, так как они слишком по мне громкие. Если у вас со слухом все в порядке, если вам они кажутся тихими, бегите к лору, не задумываясь. Водонепроницаемость IPX4 только у наушников, приложение QCY все так же выглядит не очень, но работает уже корректней. В нем можно посмотреть заряд аккумулятора в процентах, наушников по отдельности, также есть плеер, 6 стоковых эквалайзеров и кастомный 10-полосный эквалайзер. При установке звучание настроено не лучшим образом, как по мне, но вот с кастомным эквалайзером поиграться можно. Также можно переназначить тапы, найти наушники на карте, что является бесполезной по мне функцией, так как у меня местоположение показывает именно смартфона. Включить режим сна, в котором отключаются все сенсорные функции, включить игровой режим и последнее — это обновить прошивку. Bluetooth версии 5.3, из кодеков на борту только стандартные AC и SBC, через 2 стены наушники не отваливались, но изредка проскакивали фризы. Задержка на YouTube незаметная, в играх с включенным игровым режимом она практически незаметно, играть в целом комфортно. Микрофоны отрабатывают в целом хорошо, перегруз присутствует, но небольшой, как и искажение голоса. Звучание. Запас громкости есть, на 100% громкости есть небольшая каша, а также я встречал перегрузы, но на сотке лучше не слушать их. Я в основном слушал музыку на 65% громкости, и мне этого было достаточно. Звучание объемное и нестандартное, так как бас звучит не супер качественно, но хорошо, как для вкладышей. Середина неплохо проработана, вокал звучит приятно, но в общей картине звучание имеет легкий эффект глухого звука. Для подобной стоимости и форм-фактора данная пара в плане звука показала себя достойно. Минусы: не отображается заряд аккумулятора бокса в процентах, мультипоинта не завезли, как и датчиков автопаузы, беспроводной зарядки нет. Резюмирую, учитывая их стоимость, это хороший выбор для любителей вкладышей. У них интересное звучание, приятный дизайн, качественная сборка, возможность настраивать тапы, игровой режим, хорошие микрофоны и неплохое время автономной работы. Можно покупать, если вас не сильно беспокоят минусы, что я озвучил. Модель достойная. На 9-м месте моего топа красуется Xiaomi Halo X1 2023 года. Плюсом данной модели я отнесу отличную эргономику, бокс из алюминиевого сплава, стильный дизайн, сенсорное управление, режим низкой задержки, хорошее звучание и достойное время автономной работы с боксом. Комплект стандартный: бокс, наушники, кабель для зарядки USB Type-C и краткое руководство. Весит бокс 35,7 грамма, а наушники легкие, всего 3,6 грамма. Вообще все, что до 4 грамм весит, вы ощущать вряд ли будете в ушах. Сеточка на звуководе есть стандартно, в продаже есть серебристая, серая и черная расцветка, дизайн бокса интересный, сборка бокса хорошая по мне. В кармане он не мешается, разъем для зарядки в боксе имеет подсветку, но лично у меня она не всегда срабатывала. Люфт у крышки бокса есть, но минимальный. Внутри расположили 2 места под наушники, маркировку left-right и кнопку сброса настроек. Наушники в боксе слегка гуляют, достаются наушники из бокса легко, сами наушники сделаны из глянцевого пластика, выглядят они хорошо. Посадка плотная, из ушей выпирают не сильно. Дискомфорта при длительном прослушивании музыки у меня не было. Как и у всех вкладышей, их периодически приходится поправлять, хоть из ушей они не вылетают. На корпусе наушников есть микрофоны с шумоподавлением ENC, маркировка left-right и сенсорная область. Из тапов на борту плей-пауза, переключение треков, включение-выключение режима низкой задержки, регулировка громкости и ответ-сброс вызова. На тапы наушники откликаются неплохо, команды сопровождаются системными звуками и их можно настроить в приложении. Для отключения сенсорного управления предусмотрен спящий режим, оснащены они 12-мм
миллиметровыми динамическими драйверами, заряд наушников в шторке отображается, по одному они работают, но при подключении с небольшой задержкой. Автоматически они подключаются к ранее сопряженному устройству после изъятия из бокса. Емкость аккумулятора бокса 300 мАч, полный цикл зарядки занял 1 час 54 минуты. Емкость аккумулятора одного наушника 35 мАч, и полностью в боксе они заряжаются за 1 час. Саморазряд у бокса отсутствует. На 80% громкости наушники по кодеку AAC отыграли у меня 4 часа 24 минуты. Водонепроницаемость есть у наушников класса IPX4, так что легкого дождика они не боятся. Наушники подключаются к приложению Halo Sound. Лично у меня они подключились с трудом. Перевод в приложении плохой, что жаль. Заряд наушников в процентах по отдельности отображается, в отличие от заряда бокса. Он не отображается. Также есть вкладка с предустановками звучания и обновлением прошивки. Bluetooth версии 5.3, из кодеков на борту стандартный SBC и ASC. Через две стены наушники не отваливались, и фризов я не наблюдал. Задержка на YouTube незаметная, как и в играх с включенным режимом низкой задержки. Микрофоны со своей задачей справляются неплохо. Громкие посторонние шумы, конечно, не глушатся и есть перегруз, но для коротких разговоров они точно подойдут. А вот звучание — это то, что позволило наушникам попасть в данный топ. Учитывая их стоимость, они имеют очень достойный звук. Ни хрипов, ни других посторонних звуков при воспроизведении нет, хотя запаса громкости слегка маловато, как по мне. Опять же, как говорится, все относительно. Высокие звучат отчетливо и без лишнего акцента, легкий объем присутствует, как и бас. Естественно, бас во вкладышах не сравнится с басом в затычках, но об этом вы точно знаете, так как вы смотрите топ-10 вкладышей. Средние частоты проработаны неплохо, но вот сбалансированности данной паре слегка по мне не хватает. Инструментал данным наушникам дается не так хорошо, как вокал. Минусы: нельзя одновременно использовать все тапы для управления, нет мультипоинта, нет датчиков автопаузы, нет анимации при подключении, нет беспроводной зарядки, и это совсем не удивительно за их стоимость. Быстрой зарядки тоже нет, к сожалению, нет кастомного эквалайзера, бокс неумный, приложение временами работает некорректно. Резюмирую, наушники не хватают звезд с неба, но у них есть сенсорное управление, поддержка приложения, неплохое звучание, хоть и без запаса, и за их стоимость все недостатки являются несущественными. Так что если у вас в магазине у дома можно сходить, послушать их со своим источником звука и решить, подойдут они вам или нет, то я это делать советую. И потом уже заказывать на Али, либо еще где-то, потому что разница в цене между российским ритейлом и интернет-магазинами на данный момент пока значительная. Напоминаю, что в описании есть ссылки на ролики с этими наушниками, ссылки на Алишки, где их можно приобрести, но опять же лучше искать самому всегда. То есть я покажу вам направление, а дальше по названиям там выберите, где быстрее доставка и где дешевле. Не забудьте, кстати, подписаться на телеграм-канал Взаимопомощи и мой личный телеграм-канал, там много всего полезного тоже. На 8-м месте моего топа находятся беспроводные наушники Halo X1 Neo. К плюсам данной модели я отнесу качественные приятные материалы, стильный дизайн, удобную эргономику наушников, сенсорное управление, режим низкой задержки, хорошее звучание и время автономной работы. В комплекте мы имеем краткое руководство, кабель для зарядки с USB-C, бокс и сами наушники. Вес бокса 25 граммов, а габариты одного наушника всего 3,2 грамма. Размеры бокса, как и наушников, небольшие, звуковод овальной формы с металлической сеточкой. Его размеры 7,4 на 4 мм. В продаже есть белая и черная расцветка данной модели. Дизайн бокса интересный, крышка полупрозрачная. Изготовлен бокс из матового пластика, тактильные материалы неплохие, качество сборки хорошее. На корпусе расположили LED-индикатор, надпись Hello с тиснением и разъем Type-C. Открывать одной рукой бокс удобно, шарнир пластиковый, крышка в открытом состоянии фиксируется. Люфт у крышки есть, но минимальный. Внутри расположили два места под наушники с двумя контактами для зарядки в каждом и маркировку Left и Right. Наушники в боксе не гуляют, если попытаться их вытряхнуть с закрытой крышкой бокса, то нужно будет приложить много усилий. Емкость аккумулятора бокса 310 мАч, полный цикл зарядки у меня занял 2 часа. Беспроводной зарядки нет, что неудивительно, наушники можно перезарядить от бокса 3,5 раза. Саморазряд у бокса я не наблюдал, наушники изготовлены из матового пластика, и это классно, и тактильно он очень приятный. Сборка данной пары отличная, посадка плотная, из ушей выпирают не сильно, дискомфорта при длительном прослушивании музыки я лично не обнаружил. Из ушей они во время пробежки стандартно не вылетают, но поправлять иногда приходится. На корпусе есть микрофоны, маркировка Left-Right и сенсорная панель, которая обозначена небольшой глянцевой областью в верхней части ножки. А также там находится LED-индикатор, который во время прослушивания музыки не мигает. Из тапов на борту плей-пауза, переключение треков, включение-выключение режимов низкой задержки и ответ-сброс вызова. Одиночный тап на борту, но ложных срабатываний у меня не было. На тапы наушники откликаются неплохо, команды сопровождаются системными звуками, оснащены наушники 13-мм динамическими драйверами, заметьте, почти везде. 12, 13, 14 мм. Здесь 13-мм они. Заряд наушников в шторке отображается, по одному наушники работают, но переподключение с небольшой задержкой. Емкость аккумуляторов 30 мАч, у наушников полный цикл зарядки занял 1 час 25 минут. Отыграли они на 80% громкости по
кодеку SBC. 4 часа 7 минут, что, конечно, маловато, но лично по мне достаточно, на 2 фильма хватит. Водонепроницаемость наушников класса IPX4, так что легкого дождика они не боятся. Bluetooth версии 5.3, из кодеков на борту только SBC и AC, через 2 стены не отваливались и фризов я не наблюдал. Связь они держат стабильно. Задержка на YouTube незаметная, в играх задержка с включенным игровым режимом практически тоже незаметная. Играть можно без проблем. Микрофоны с задачей справляются не совсем мрачно, разумеется, громкие посторонние шумы полноценно не глушатся, перегруз есть, но небольшой. Звучание. Запаса громкости мало, и на улице я выкручивал громкость на 85%. Звучание данной пары слегка расстроило, оно мне показалось слегка простоватым, без объема и с акцентом высоких частот. Середина неплохо проработана, а вот баланса звучанию недостаточно. С вокалом данная пара справляется неплохо, а инструментал дается не так хорошо, но учитывая стоимость, звучат они достойно. Из минусов бокс неумный, переподключение между наушниками не бесшовное, регулировка громкости и вызова голосового ассистента отсутствует, нет приложения для управления. Мультипоинта, датчиков автопаузы не завезли, как и анимации, быстрый заряд я не обнаружил, звучание на любителя. Резюмируя, Hello X1 Neo однозначно внешне очень интересные наушники за свою стоимость. Ко всему, качество материалов и сборки просто отличное. Отдельный плюс за удобное управление, хорошую посадку, минимальную задержку в играх и почти последний Bluetooth. Если вам нужны недорогие беспроводные вкладыши, можете смело их брать. На 7-м месте сегодняшнего топа находится Honor Earbuds X5. К плюсам я отнесу качественное звучание, поддержку фирменного приложения, предустановки звучания, легкую плотную посадку, большую диафрагму, мультипоинт до 2 устройств и хорошее время автономной работы до 27 часов вместе с боксом. В комплекте мы имеем сам бокс, вкладыши и краткое руководство. От кабеля для зарядки не положили. Вес бокса 35,5 граммов, а вес одного наушника 4 грамма. Бокс небольшой, что не скажешь про наушники, а точнее ножки у наушников довольно длинные. Звуковод овальной формы, его размеры 6 на 3,8 мм. В продаже имеется только белая расцветка, зарядный бокс изготовлен из глянцевого пластика, тактильные материалы неплохие, но потертости и царапины бокс собирает моментально. Хорошо, что на Али есть различные кейсы под бокс. В кармане бокс не мешается, на корпусе расположили название производителя, кнопку для сопряжения, разъем Type-C и LED-индикатор. Открыть одной рукой крышку бокса можно без проблем, крышка в открытом состоянии фиксируется, за что плюс. Шарнир пластиковый, но люфт у крышки отсутствует, да и в целом сборка данной модели меня порадовала. Внутри находится краткая информация мелким шрифтом и 2 места под наушники с 2 контактами для зарядки в каждом. Наушники в боксе слегка гуляют, если попытаться их вытряхнуть с закрытой крышкой бокса, то нужно будет приложить немало усилий. Извлекать наушники проблематично, так как они скользкие. Изготовлена данная пара из глянцевого пластика, дизайн обыкновенный. Но, как по мне, ножки сделаны слишком длинные, несмотря на то, что это способствует лучшей передаче звука через микрофоны, визуально это решение не очень. Посадка комфортная, сидят наушники хорошо и дискомфорта не доставляют. Из ушей выпирают они не сильно, во время пробежки они у меня не выпадали, но их приходится поправлять, что неудивительно. На корпусе расположили 2 контакта для зарядки, микрофоны с технологией шумоподавления окружающего шума, маркировку Left-Right и сенсорную область. Из тапов на борту плей-пауза, переключение треков, вызов голосового ассистента, ответ-сброс вызова и регулировка громкости. Одиночного тапа нет и ложных срабатываний у меня не было. На тапы откликаются наушники хорошо, команды сопровождаются системными звуками, оснащены наушники динамическими драйверами с подвижной катушкой на 13,4 мм, заряд наушников в шторке отображается, по одному они работают, но переподключение с задержкой звука. Автоматически подключаются после открытия крышки бокса, фирменная анимация есть только в паре со смартфоном Honor или Huawei. Плюс за то, что есть полноценный мультипоинт до 2 устройств и датчики обнаружения уха, которые можно включить или выключить в приложении. Бокс имеет аккумулятор 410 мАч, один наушник 30 мАч. Полный цикл зарядки бокса занимает 1 час 26 минут, а наушников около часа. Время автономной работы по кодеку AAC на 80% громкости составляет по моим тестам 4 часа 15 минут, что является не лучшим результатом, но лично для меня его достаточно. Подключаются наушники к приложению под названием iSpace, у меня лично они подключились с трудом. Приложение на русском языке, на стартовой странице с наушниками мы имеем заряд наушников и бокса по отдельности, что удобно ко всему в процентах, настройка мультипоинта, эквалайзер с 4 предустановками, настройка управления, поиск наушников и включение-выключение датчиков обнаружения уха. Обновить прошивку возможность есть. Bluetooth версии 5.2, связь со смартфоном держат они хорошо, через 2 стены не отваливались. Но фризы изредка проскакивали. Задержка на YouTube приемлемая, вот в играх задержка заметна. Играть можно, но не сказал бы, что комфортно. Микрофоны с шумоподавлением окружающего шума отрабатывают не столь мрачно, как я предполагал, перегруз есть, но не сильный, как и искажение голоса. Звучание, запаса громкости мне лично достаточно, но однозначно они не очень громкие. Я прослушал музыку в районе 80% громкости, и это был максимум. Стоковое звучание со стандартной предустановкой звучания неплохое, учитывая форм-фактор и цену, данная пара имеет приятные верхние частоты, неплохо проработанную середину и легкие басы. Звучание
Звучание имеет среднюю сбалансированность, как и детальность. В общей картине звучание наушников мне понравилось. И учитывая стоимость, я бы сказал, что она качественная. Из минусов: нет водонепроницаемости, нет возможности настроить полноценно тап, и приложение периодически работает некорректно, были проблемы с подключением наушников к приложению, скользкий корпус наушников, бокс быстро собирает потертости, беспроводной зарядки у бокса нет. Неудивительно за эту цену. Не самое большое время автономной работы, и резюмирую, наушники эти являются хорошим выбором с приятным звучанием, наличием полноценного мультипоинта до 2 устройств, датчиками обнаружения уха и поддержкой фирменного приложения. Но помним, ищем, слушаем, а потом выбираем, где они дешевле. На 6-м месте моего топа находится Xiaomi Buds 4. К плюсам я отнесу активное шумоподавление, которое имеет адаптивный ручной режим, наличие пространственного звука с отслеживанием положения головы, удобное управление, регулировку громкости прямо с наушников, официальное приложение, 3 микрофона с алгоритмом шумоподавления на базе АИ искусственного интеллекта и защита от влаги стандарта IP54. В комплекте мы имеем бокс, вкладыши, краткое руководство и кабель USB Type-C для зарядки. Весит бокс 38 граммов, а один наушник 4,4 грамма. Габариты бокса небольшие, как и наушников. Звуковод овальной формы с металлической сеточкой, на которой есть маркировка Left и Right, и размеры его 7,1 на 5 мм. В продаже имеется 3 цвета на выбор, это черный, белый и зеленый. Выполнен бокс из глянцевого пластика, качество материалов топовое. Но вот по сборке есть один неприятный момент. Крышка неплотно закрывается, из-за этого видны небольшие зазоры, особенно с лицевой части. Тактильно бокс приятный, не скользкий, в кармане не мешается. На корпусе расположили надпись Xiaomi, LED-индикатор, кнопку сопряжения и хорошо оформленный разъем USB Type-C. Открыть одной рукой бокс можно, крышка в открытом состоянии фиксируется, люфт у крышки есть, но он минимальный, только в закрытом состоянии бокса. Внутри все оформлено минималистично, есть краткая информация и 2 вертикальных места под наушники с 2 контактами для зарядки в каждом. Наушники в боксе гуляют, и вытряхнуть наушники с закрытой крышкой бокса нереально, а с открытой крышкой бокса вытряхнуть наушники также довольно сложно, но можно. Извлекать наушники из бокса очень удобно, емкость аккумулятора 480 мАч, полный цикл зарядки занял у меня 1 час 15 минут. Наушники можно перезарядить от бокса полных 4 раза, саморазряд у бокса я не наблюдал, большая часть наушников изготовлены из такого же материала, как и бокс, но также есть интересная вставка. Дизайн лично мне нравится, сборка отличная, как качество материалов. Посадка комфортная, при длительной носке уши не устают и наушники в ушах сидят уверенно. На корпусе расположили по 2 контакта для зарядки, по 3 микрофона, датчики обнаружения уха и область сжатия. Из команд на борту плей-пауза, переключение треков, регулировка громкости, ответ сброс вызова, переключение между режимами шумоподавления и обычным и вызов голосового помощника. Одиночное нажатие на борту и переназначить его нельзя. На него зашита плей-пауза. В приложении можно настроить нажатие, что удобно. На нажатие откликаются наушники хорошо и быстро, управлять наушниками удобно. Команды сопровождаются системными звуками, наушники оснащены 11-мм динамическими драйверами с графеновым двойным магнитным блоком для усиления низких частот. Активное шумоподавление на борту, и оно работает даже с одним наушником. Имеет ручную настройку с 2 режимами работы, а также адаптивный режим, что вообще шикарно. Мне лично понравилась работа ANC, особенно в адаптивном режиме, так как громкие звуки не отрезаются, а раздражающий посторонний шум глушится неплохо. Режима прозрачности, разумеется, нет, и он здесь и не нужен, это вкладыши. Заряд наушников в шторке отображается, по одному работают и при подключении бесшовно. Автоматически подключаются после открытия крышки бокса. Мультипоинт на 2 устройства очень упрощает жизнь. Датчики обнаружения уха есть и отрабатывают они быстро. Ко всему в приложении их можно отключить или включить, как и мультипоинт. А также удобное окошко для быстрого доступа в шторке на смартфоне. Анимация не обнаружил. В приложении можно включить функцию адаптивного звука, которая в автоматическом режиме настраивает звучание, учитывая окружение и форму уха. Но я предпочитал слушать музыку без этой функции. Также наушники поддерживают пространственный звук с отслеживанием положения головы. Емкость аккумулятора одного наушника 35 мАч, полный цикл зарядки занимает до 1 часа. Отыграли наушники на 65% громкости по кодеку LHDC, без технологии пространственного аудио и без ANC 5 часов 15 минут, что является отличнейшим результатом. С боксом они могут прослужить 28 часов, все зависит от сценария использования. Быстрая зарядка на борту и 10 минут дали в моем случае 2 часа прослушивания музыки в тех же условиях. Водонепроницаемость класса IPX4, IP54 только у наушников, и это хорошо. Хорошо, что у наушников это есть. Ну, у бокса нет, это плохо. Хотя это редко встречается, чтобы у бокса была защита от влаги. Наушники можно подключить к приложению под названием Xiaomi Earbuds. Чтобы подключить данные наушники, нужно выбрать регион Китай. Приложение будет доступно на русском языке, что круто. На главной странице с подключенными наушниками мы имеем заряд аккумулятора наушников и бокса по отдельности, вдобавок в процентах. Также в приложении есть поиск наушников, обновление прошивки и все. Приложение работает корректно, оно довольно удобное, но в нем нет предустановок эквалайзера и кастомного эквалайзера, что является минусом. Bluetooth версии 5.3 из кодеков на борту AAC SBC, а также LHDC версии 5.0 с передачей звука
ProRes качества. Но это в случае, если ваше устройство поддерживает, разумеется, этот кодек. Через одну стену не отваливались наушники, так же, как и через две стены, фризов я не наблюдал. Задержка на YouTube с кодеком LHDC незаметна, в целом, как и в играх. Играть в шутеры довольно комфортно, микрофоны с алгоритмом шумоподавления AI отрабатывает данная система хорошо. Голос сильно не искажается и посторонние шумы глушатся неплохо. Но легкий перегруз есть, звучание я тестировал без пространственного звука и без адаптивного звучания. На 100% громкости есть небольшая каша, но если слушать музыку не выше 95%, то все отлично. Запас громкости есть, но небольшой. Я прослушивал музыку не выше, чем на 85% громкости, звук довольно сбалансированный и четкий, что круто. Также достаточно хорошие низы, как для вкладышей, средние частоты с хорошей проработкой, высокие звучат приятно и четко. Детальность звучания отличная, инструментал различим, вокал отыгрывает ярко. Как по мне, данная пара показала себя очень достойно в плане звучания и с низкими частотами Xiaomi хорошо поработала. Из минусов: нет эквалайзеров, нет беспроводной зарядки бокса, однозначно кому-то громкости будет слегка не хватать, а также цена слегка завышена. Резюмирую, это отличные вкладыши с приятным звучанием, поддержкой кодеков высокой четкости, хорошим набором функций, стильным дизайном, качественными материалами и отличной эргономикой наушников. Я считаю, что данная модель получилась очень удачной, так как они показали себя хорошо прямо во всем. На пятом месте моего топа находится Meizu Blast Air. К плюсам данных вкладышей я отнесу стильный дизайн, удобную плотную посадку, режим низкой задержки для любителей поиграть в шутеры на смартфоне, удобное сенсорное управление, хорошее время автономной работы, а также приятное звучание за столь низкий ценник. В продаже имеется только белая расцветка данной модели, но хорошо, что на Али уже есть кейсы под данный бокс. Зарядный бокс изготовлен из глянцевого пластика, материалы неплохие, как и качество сборки. Лишь крышка слегка люфтит. Дизайн бокса стандартный, весит он 33 грамма, один наушник весит 3,9 грамма. Габариты бокса небольшие, в кармане бокс практически не мешается. На корпусе расположили LED-индикатор, надпись Live Me, выступ для удобного открытия крышки, кнопку для сопряжения и разъем Type-C. Открыть одной рукой бокс можно без проблем, крышка в открытом состоянии не фиксируется. Шарнир пластиковый, внутри находится два вертикальных места под наушники с двумя контактами для зарядки в каждом, а также маркировка. Наушники в боксе гуляют, вынимать наушники из бокса удобно, емкость аккумулятора 400 мАч, полный цикл зарядки 1 час 20 минут занимает. Наушники можно перезарядить от бокса 3 раза максимум, саморазряд у бокса я не обнаружил, изготовлены наушники из глянцевого пластика. Выглядят они неплохо, хоть и выполнены в минималистичном стиле. Но сборка мне не понравилась, так как стыковочные места неровные. Звуковод овальный и он довольно крупный, 5,4 на 7,4 мм. Звуковод имеет обыкновенную сеточку, что неудивительно, посадка плотная, при длительном прослушивании музыки уши не устают. Для легких пробежек подойдут. На корпусе расположили контакты для зарядки, микрофоны, маркировку левого и правого наушника и сенсорную область. Из тапов доступна плей-пауза, переключение треков, ответ-сброс вызова и включение игрового режима. Одиночного тапа, регулировки громкости нет. Также я не обнаружил вызов голосового ассистента, на тапы откликаются наушники в целом неплохо, настроить тапы нельзя, что, конечно же, фейл. Но для данной ценовой категории не редкость. Команды в наушниках сопровождаются системными звуками и женским голосом на китайском языке при включении и выключении игрового режима. Оснащены наушники 12-мм динамическими драйверами, импеданс 20 Ом, чувствительность 112 дБ, частотный диапазон от 20 Гц до 20 кГц, заряд наушников в шторке на смартфоне отображается, по одному они работают, но переподключение не бесшовно, а с небольшой задержкой. Наушники автоматически подключаются после открытия крышки бокса с ранее сопряженным устройством, анимации при подключении нет. Емкость аккумулятора одного наушника 43 мАч, полный цикл зарядки занял 1 час, отыграли наушники на 70% громкости по кодеку AAC 5 часов 25 минут, что в целом хороший результат. С боксом данная пара отыгрывает в общей сложности до 23 часов. Информация о водонепроницаемости я не обнаружил. Bluetooth версии 5.2 из кодеков на борту AAC и SBC, через две стены наушники не отваливались, но проскакивали фризы. Задержка на YouTube глазу незаметна. В играх задержка с включенным игровым режимом заметна, но не критична. Играть в целом можно без проблем. Микрофоны с шумоподавлением окружающего шума и чувствительностью в 38 дБ отрабатывают неплохо. За примерами зайдите в отдельный обзор. Звучание, запаса громкости, разумеется, не хватает, но лично для меня все в пределах нормы. То есть, если у вас со слухом все в порядке, вам хватит запаса громкости. Звучание на удивление чистое, но баса, разумеется, практически нет. Середина с хорошей проработкой, верхние частоты на своих местах и не теряются. Инструментал различимый, это хорошо, вокал наушники отыгрывают отчетливо, детальности звучанию достаточно, на 100% громкости каши нет, что хорошо. В общей картине данная пара звучит приятно, никакого хрипа, посторонних щелчков или плохого звучания не обнаружил. Минусы: нельзя настроить тапы, нет приложения, нет мультипоинта, нет датчиков автопаузы, также выделю не совсем качественную сборку именно наушников, быстрой зарядки как бокс
бокса, так и наушников я не обнаружил, беспроводной зарядки тоже нет, и это неудивительно. Резюмирую, по звучанию данные наушники это хороший выбор, если для вас звук более важен, чем неаккуратная сборка и отсутствие возможности настроить через приложение. На 4-м месте моего топа находится Xiaomi Feel Belt. Их еще надо умудриться, кстати, купить, потому что они постоянно исчезают из продажи. К плюсам данной модели я отнесу стильный и футуристичный дизайн, поддержку фирменного приложения, полноценное сенсорное управление, подсветка с возможностью персонализировать его под свои предпочтения, акустическая система TDDC от Feel, материалы с антибактериальным покрытием и хорошее время автономной работы. В комплекте мы имеем бокс, вкладыши, карточки с инструкцией и кабель для зарядки с USB-A на Type-C. Вес одного наушника 4,3 грамма, а бокс весит 35,2 грамма. Габариты бокса стандартные, как по мне, звуковод имеет овальную форму и металлическую сеточку. Его размеры 5,5 на 7,3 мм. В продаже имеется черная и белая расцветка данной модели. Как по мне, в обоих расцветках Feel Belt выглядит очень круто. Бокс выполнен из матового прочного пластика, тактильно материалы очень приятные. Бокс не маркий и не скользкий. Дизайн бокса интересный. Плюс за то, что он небольшой и за силиконовый ремешок, на котором есть надпись Feel Energy и иконка молнии. Также интересно выглядит оранжевая вставка на крышке бокса с названием производителя. Сборка бокса отличная. На корпусе расположили LED-индикатор и разъем Type-C. Открыть одной рукой бокс можно, крышка в открытом состоянии фиксируется, извлекать наушники из бокса удобно. Внутри есть два места под наушники с двумя контактами для зарядки в каждом. Наушники в боксе не гуляют. Верхняя часть наушников выполнена из глянцевого пластика, а остальная часть из матового. Материалы имеют антибактериальное покрытие для предотвращения инфекции слухового прохода. Форма наушников нестандартная, выглядят они привлекательно. Посадка комфортная, во время пробежки из ушей наушники не выпадают, но во время бега их необходимо поправлять. При длительном прослушивании музыки я не ощутил дискомфорта. На корпусе расположили интересную прямоугольную вставку, надпись Feel, LED-подсветку, по два контакта для зарядки, микрофоны с шумоподавлением ENC и сенсорные области для управления. Что касается подсветки, ее можно включить-выключить в приложении, также выбрать цвет и режим подсветки. Режимов на борту 3 вида, а цветов на выбор должно быть 6 штук, но у меня в приложении почему-то доступно только 3. Выглядит подсветка ненавязчиво и круто, что ее можно слегка персонализировать. Из команд на борту плей-пауза, переключение треков, ответ сброс вызова, регулировка громкости, вызов голосового ассистента и включение режима бег, а точнее подсветки. Переназначить команду нельзя, но на выбор есть два режима управления: легкий и полный контроль. Управление слегка нестандартное, но к нему быстро привыкаешь. Команды сопровождаются системными звуками, наушники оснащены 13-мм динамическими драйверами с запатентованной Feel акустической системой TDDC, частотный диапазон от 15 Гц до 22 кГц, чувствительность 124 дБ, активного шумоподавления на борту нет. Заряд наушников в шторке отображается по одному, они работают, но переподключение не бесшовно, а с задержкой и с озвучкой женским голосом. Еще и на китайском языке. Автоматически они подключаются после открытия крышки бокса, фирменной анимации нет, как и датчиков автопаузы тоже нет. Но плюс за то, что есть полноценный мультипоинт до 2 устройств, которые можно включить или выключить в приложении. Емкость аккумулятора бокса 400 мАч, полный цикл зарядки бокса занял 1 час 40 минут, емкость аккумулятора одного наушника 30 мАч, полный цикл зарядки наушников занимает не больше 1 часа. Отыграли наушники на 75% громкости по кодеку AAC без подсветки, стандартные 5 часов. Заряд наушников неравномерный, левый наушник слегка быстрее разряжается. С боксом данная пара сможет прослужить около 27 часов в подобном сценарии использования. Водонепроницаемость класса IPX4 только у наушников. Помним, что подобный стандарт защиты может защитить максимум от пота или мелкого дождика. Feel Belt подключается к обновленному приложению под названием Feel Plus. Его можно скачать, отсканировав QR-код на карточке, который идет в комплекте. Приложение с данной парой работает корректно. После подключения к приложению наушников мне сразу же прилетело обновление на них. Интерфейс в целом удобный, но он доступен только на китайском языке. На стартовой странице с подключенными наушниками есть 3 основные вкладки. На первой вкладке мы имеем информацию о заряде наушников и бокса по отдельности, но не в процентах, и информативное окошко, в котором показывается, какие функции включены. Плохо, что через эту вкладку нет возможности что-либо включать или настраивать. Во второй вкладке есть плеер, настройка голосовых подсказок. Круто, что их можно отключить. Далее есть эквалайзер с 3 основными режимами. В стоковом режиме можно выбрать акцент на низкие или высокие частоты. Во втором режиме можно выбрать один из предустановленных звуковых эффектов, которых на выбор 12 видов, и настроены они неплохо. За что плюс? Как и за то, что есть 10-полосный кастомный эквалайзер, за него тоже отдельный плюс. В третьей вкладке можно выбрать режим управления, режим работы наушников. К примеру, для игр предоставили игровой режим, а для повседневного использования можно использовать музыкальный режим. Bluetooth чип версии 5.3 Blue Trum 8952. Из кодеков на борту только AAC и SBC, никаких кодеков высокой четкости нет. Через одну стену
стену, они не отваливаются, как и через две стены. Задержка с включенным игровым режимом на YouTube незаметна в целом, как и в играх, но с музыкальным режимом дела в играх обстоят не так радужно. Микрофоны с чувствительностью 38 дБ, шумоподавлением ENC на базе AI, который уменьшает окружающий шум с силой до 26 дБ. Отрабатывают они неплохо, я бы сказал, что данные микрофоны слегка лучше среднего. Звучание меня сильно удивило, учитывая стоимость, как и в целом все в этой модели. Я тестировал различные режимы и предустановки звучания, но мы поговорим, разумеется, о стоковом. Запас громкости достаточный, я прослушал музыку не выше, чем на 75% громкости, несмотря на то, что это вкладыши, глубина в звучании присутствует, ко всему звук не плоский, середина неплохо проработана, а высоким слегка не хватает акцента в некоторых композициях, но в основном все отлично. В любом случае можно зайти в приложение и подкрутить звук под свои предпочтения. При этом в стоковом звучании, при этом всем стоковый звук подойдет большинству. Минусы: нестандартное управление, посадка неплотная, но это легко решаемо, просто заказываем, повторяюсь, силиконовые насадки на Али. Резюмирую, наушники в данной ценовой категории одни из лучших, учитывая весь функционал, внешний вид, материалы и звучание. Ну, как говорится, мы уже подошли к тройке лидеров. На третьем месте моего топа красуется Oppo Enco AR3. К плюсам данной модели я отнесу большие композитные динамики диаметром 13,4 мм, функцию Oppo Alive Audio для объемного звучания, Bluetooth версии 5.3, стильный дизайн и качественные материалы, мультипоинт до 2 устройств, поддержка функции Google Fast Pair, режим низкой задержки и отличное время автономной работы. В комплекте мы имеем бокс, вкладыши и краткое руководство. Кабеля для зарядки не положили, за что отдельно минус, и притом жирный. Экономит на всем. Весит один наушник 3,8 грамма, а бокс всего 30 граммов. Габариты бокса небольшие, звуковод овальной формы с обыкновенной сеточкой, но хорошо наклеенный. Размеры звуковода 5,8 на 3,5 мм. В продаже имеется белая и фиолетовая расцветка данной модели. Бокс изготовлен из глянцевого пластика, основная часть белая, а крышка полупрозрачная. Материалы хорошие, сборка качественная. Дизайн бокса не новый, но выглядит бокс все равно круто. Бокс компактный, в кармане не мешается. На корпусе расположили разъем для зарядки Type-C, надпись Oppo с лицевой части и на шарнире надпись Oppo Enco. Открыть одной рукой бокс можно без проблем, крышка в открытом состоянии фиксируется, что удобно, шарнир пластиковый с металлическим доводчиком. Люфт у крышки отсутствует, вынимать наушники из бокса удобно, крышка не мешается. Внутри находится LED-индикатор, два вертикальных места под наушники с двумя контактами для зарядки в каждом, а также краткая характеристика мелким шрифтом. Наушники в боксе слегка гуляют. Магниты, удерживающие наушники, неплохие, изготовлены наушники из такого же глянцевого материала, как и бокс. Основная часть белая, а внешняя часть ножек выполнена из прозрачного пластика в стиле капли. Выглядят они аккуратно, сборка лично мне понравилась. Эргономика наушников уже всем известная, посадка отличная, при длительном прослушивании музыки уши не устают, наушники легкие. На корпусе расположили контакты для зарядки, микрофоны, маркировку левого и правого наушника и сенсорные области, которые обозначены небольшими углублениями. Из тапов на борту плей-паузы, переключение треков, ответ сброса вызова, управление камерой, вызов голосового помощника, включение игрового режима и регулировка громкости. Одиночный тап отвечает за плей-паузу, и его можно отключить. В целом, даже с одиночным тапом ложных срабатываний у меня не было. Настроить полноценно все команды можно, управление удобное, на касание наушники откликаются хорошо. Команды в наушниках сопровождаются системными звуками, без озвучки голосом. Установлен здесь процессор Tensilica Cadence Hi-Fi 5DCP для обработки звука. Оснащены наушники динамическими драйверами на 13,4 мм с расширенной басовой камерой. И чувствительность у них 125 дБ при 1 кГц. Частотный диапазон стандартный от 20 Гц до 20 кГц. Заряд наушников в шторке на смартфоне отображается, по одному работают, но при подключении с небольшой задержкой, что очень странно. Наушники автоматически подключаются после открытия крышки бокса с ранее сопряженным устройством. Фирменной анимации при подключении нет, но есть поддержка технологии Google Fast Pair. Полноценный мультипоинт до 2 устройств на борту, работает он корректно. На борту нет активного шумоподавления, но есть функция Oppo Alive Audio для объемного звучания с эффектом присутствия, но без отслеживания движений головы. В приложении ее можно включить или выключить. Емкость аккумулятора бокса 300 мАч, полный цикл зарядки наушников у бокса занял 1 час 53 минуты. Наушники можно перезарядить от бокса 4 раза. Саморазряд у бокса я не обнаружил. Емкость аккумулятора одного наушника 27 мАч, полный цикл зарядки наушников 1 час 7 минут. Правый наушник слегка быстрее разряжается. Отыграли наушники на 65% громкости по кодеку AAC 5 часов 38 минут, что в целом хороший результат. Быстрая зарядка на борту и 10 минут подзарядки наушников в боксе дали 2 часа 4 минуты прослушивания музыки в тех же условиях. С боксом данный аппарат отыгрывает в общей сложности до 24 часов. Водонепроницаемость класса IP54, так что пота и дождика они не боятся. Для полноценного использования нужно установить приложение Hey Melody. Приложение удобное, многие с ним уже знакомы, только перевод местами некорректный.
комплектные. На стартовой странице с подключенными наушниками мы имеем заряд наушников в процентах по отдельности. Заряд бокса также отображается, но только когда он открыт и в нем находятся наушники. Далее есть эквалайзер Enco Master с 3 предустановками звучания. Далее включение-выключение функции Oppo Alive Audio, игрового режима, мультипоинта и обновление прошивки. Во второй вкладке можно настроить тапы, а в третьей находится информация о программе. Bluetooth версии 5.3 из кодеков на борту AAC и SBC. Через 2 стены наушники не отваливались и фризов не было. Задержка на YouTube незаметна. В играх задержка с включенным игровым режимом слегка заметна, но играть в целом комфортно. Микрофоны с шумоподавлением DNN окружающего шума и чувствительностью 38 дБ отрабатывают по мне хорошо. Не супер, конечно, но нормально. Примеры работы вы можете послушать, как всегда, в отдельном ролике. По ссылке в описании. Звучание. Мне громкости достаточно. Звучание стандартно для вкладышей. Плохо справляется оно с низкими частотами, но в целом звучание хорошо детализировано и имеет отличный баланс. Середина проработана с достатком, верха звучат отчетливо и приятно, даже без предустановок. В общей картине данная пара звучит приятно и качественно, учитывая их стоимость. Минусы: управление камерой работает только в паре со смартфонами Oppo на ColorOS 11 версии и выше. Как по мне, бесполезная функция Oppo Alive Audio, лучше бы ANC вместо него запихали. Нет датчиков автопаузы, нет комплектного кабеля для зарядки, беспроводной зарядки тоже нет, что неудивительно, нет кастомного эквалайзера. Резюмирую, наушники, учитывая их стоимость, отличные вкладыши. Лично мне данная модель понравилась, звук качественный, отличный дизайн, хорошие материалы, удобное приложение и наличие мультипоинта. На втором месте моего топа, разумеется, находится Vivo iQOO TVS Air Pro. Притом их часто очень дешево продают, я не знаю почему. Но это и хорошо для нас, правда? Плюсом данной модели я отнесу отличное звучание, поддержку фирменного приложения, качественные предустановки звучания, низкую задержку до 88 миллисекунд, хорошие микрофоны, достойный дизайн, водонепроницаемость IP54 и хорошее время автономной работы. В комплекте мы получаем сам бокс, вкладыши, краткое руководство и кабель для зарядки с USB-A на Type-C. Весит бокс 30,7 грамма, а наушники 4,1 грамма каждый наушник. Габариты бокса небольшие. Звуковод овальной формы на 4,1 мм на 7,1 мм. Звуковод, к сожалению, не имеет металлической сеточки. В продаже имеется только 2 расцветки, белая и темно-серая. Зарядный бокс изготовлен из матового пластика, тактильные материалы приятные. Потертости и царапины на нем моментально не остаются. В кармане бокс не мешается, на корпусе расположили название производителя, кнопку для сопряжения, разъем Type-C и LED-индикатор. Открыть одной рукой крышку бокса можно без проблем, крышка в открытом состоянии фиксируется и довольно хорошо. Шарнир пластиковый, люфт у крышки есть и не маленький. Внутри находится краткая информация мелким шрифтом и 2 вертикальных места под наушники с 2 контактами для зарядки в каждом. Наушники в боксе не гуляют, изготовлены наушники из глянцевого пластика, дизайн не совсем стандартный, сборка отличная, как и материалы. Посадка комфортная, сидят наушники плотные, дискомфорта не доставляют даже при длительном использовании. Из ушей выпирают не сильно. Во время пробежки приходится их поправлять, что неудивительно. На корпусе расположили 2 контакта для зарядки, 4 микрофона в общей сумме, маркировку Left и Right и сенсорную область. Из тапов на борту play-пауза, переключение треков, вызов голосового ассистента, ответ-сброс вызова, включение-выключение режима шумоподавления, одиночного тапа нет и ложных срабатываний у меня не было. На тапы откликаются наушники хорошо, некоторые команды сопровождаются озвучкой женским голосом на китайском языке, а также системными звуками. Оснащены наушники динамическими драйверами с мембранами из биоволокна на 14,2 мм. Активное шумоподавление имеет 2 режима работы, такие как сбалансированное шумоподавление и слабое. Легкий фоновый шум данной технологии глушит, но, разумеется, при этом громкие звуки слышно. Заряд наушников в шторке отображаются, по одному они работают и переподключение бесшовное. Автоматически они подключаются после открытия крышки бокса, но фирменной анимации нет. Датчики автопаузы отрабатывают быстро и корректно, полный цикл зарядки бокса занимает 2 часа, а наушников около часа. Наушники можно перезарядить от бокса 4 раза, время автономной работы без ANC по кодеку AAC на 80% громкости составляет по моим тестам 4 часа 25 минут, что является не лучшим результатом. Но лично для меня его достаточно. Наушники имеют водонепроницаемость класса IP54, дождя они не боятся, подключаются наушники к приложению под названием Vivo TVS. Приложение на русском языке, но перевод неполноценный. Работает оно неплохо, но изредка проскакивают подлагивания. На стартовой странице с наушниками мы имеем заряд наушников и бокса по отдельности в процентах, что удобно, настройка общей конфигурации, настройка тапов, настройка шумоподавления, включение-выключение датчиков автоматической паузы, звуковые эффекты Deep X, которых 4 вида, а также есть интересная настройка звука под названием киберспортивные звуковые эффекты. Я использовал данную предустановку в играх, и звук в играх был более качественный, чем со стандартной предустановкой. Обновить прошивку возможность есть, Bluetooth версия 5.3, из кодеков на борту только SBC и AAC. Связь со смартфоном они держат хорошо, через 2 стены не отваливались и фризов я не наблюдал. Задержка на YouTube приемлемая. В играх задержка по мне
незаметная. При этом играть можно без проблем. Микрофоны с шумоподавлением окружающего шума на базе АИ отрабатывают довольно хорошо. Перегруз есть, но не сильный, как и искажение голоса. Запас громкости достаточный, я прослушивал музыку не выше, чем на 80% громкости. Стоковое звучание со стандартной предустановкой звучания меня порадовало. Звучание хорошо сбалансировано и имеет неплохую детализацию, но низких частот маловато, что стандартно для вкладышей. Середина хорошо проработана, высокие звучат отчетливо и приятно, в общей картине звучание для вкладышей хорошее. Из минусов: нет возможности настроить полноценные тапы, нет регулировки громкости, приложение периодически работает некорректно, беспроводной зарядки у бокса нет, мультипоинта не завезли, к сожалению, скользкий корпус наушников. Резюмирую, данные наушники, учитывая их ценник, просто отличный выбор, так как звучание у них качественное, посадка подойдет большинству, но вот над управлением могли бы поработать получше. А вот звук за их цену однозначно супер хороший. Так что попробуйте их найти в магазине у дома или у друзей, и скорее всего вы останетесь довольны качеством звучания, потом сможете найти их за выгодный ценник. Лидер сегодняшнего топа, разумеется, безоговорочный Huawei FreeBuds 5. До этого 4 были, до этого 3 у меня были лидерах во вкладышах, потому что так оно и есть. Vivo там рядом маячило какое-то время, но вот сейчас только так. Это вкладыши с органичной формой, которая не всем подойдет, к слову, по внешнему виду. Качественными материалами, сертификацией HWA и HRS, активным шумоподавлением с 3 режимами работы, мультипоинтом на 2 устройствах, поддержкой кодека высокой четкости LDAC, беспроводной зарядкой бокса, режимом низкой задержки и усиления низких частот. Комплект отличный. Бокс, наушники, кабель для зарядки, краткое руководство и силиконовые насадки, за что отдельный плюс. Весит один наушник 5,4 грамма, а бокс 54 грамма. Немало, как по мне, но здесь интересная развесовка, и в ушах они мало ощущаются. В продаже есть 3 расцветки: серая, белая и красная. Дизайн бокса, как и наушников, нестандартный. Бокс выполнен из тактильно приятного пластика, качество отличное. Бокс не марки, но потертости появляются практически моментально. Крышку бокса можно легко открыть одной рукой, люфт отсутствует. Наушники в боксе не гуляют. Сами наушники изготовлены из глянцевого пластика. Дизайн у них совсем нестандартный. Сборка отличная, как и качество материалов. Ножка наушников выглядит как капля. В ушах они выглядят по мне странно. Если использовать комплектные силиконовые насадки, то посадка становится плотной. При занятиях спортом они не вылетали, но приходилось их постоянно поправлять. На корпусе наушников расположено по 3 микрофона, 2 контакта для зарядки, маркировка left-right и сенсорная область. Из тапов на борту доступны плей-паузы, переключение треков, регулировка громкости, ответ сброса вызова, включение-выключение режима шумоподавления и вызов голосового ассистента. Одиночного тапа нет. И ложных срабатываний у меня не было. На касание наушники откликаются хорошо, как и на свайп для регулировки громкости. Есть возможность настройки тапов, но не полноценное. Звучание сопровождается системными звуками и женским голосом на китайском языке. Наушники имеют расширенное восприятие низких частот, примерно на 30% больше, чем 4 серия. Я с ними согласен, с этой рекламой. В наушниках установлен 11-мм динамический излучатель с 2 магнитами, и частотный диапазон у них от 16 Гц до 40 кГц. Вы уже заметили, да, что это нестандартно. И по размеру обычно динамические излучатели во вкладышах больше. И по частотному диапазону. Здесь он шире намного, чем у стандартных вкладышей. Активный шумодав версии 3.0 имеет 3 режима работы, один из которых динамический. В целом ANC показал себя очень хорошо. И лично я не заметил, чтобы в динамическом режиме сила ANC увеличивалась, правда, как и уменьшалась. Динамический режим по мне бесполезен. ANC может работать даже с одним наушником. Заряд наушников в шторке отображается, по одному они работают, переподключаются бесшовно, но само переподключение сопровождается системными звуками. Полноценный мультипоинт на 2 устройства на борту, как и инфракрасные датчики автопаузы. Отрабатывают датчики корректно и быстро, в приложении их можно выключить. Анимации есть, но только со смартфонами Huawei, а жаль. Также можно включить напоминание об отдыхе, включить режим низкой задержки, емкость аккумулятора 505 мАч, полный цикл зарядки составил 50 минут. Беспроводная зарядка стандарта Qi на борту, но конкретно в моем случае она не работала, к сожалению. Я испробовал несколько разных зарядок, но так и не смог зарядить бокс. Емкость аккумулятора одного наушника 42 мАч, полный цикл зарядки занял 37 минут у наушников в боксе. Довольно быстро. На 75% громкости без включенного активного шумодава по коду CoolDAC уши отыграли у меня 3 часа 56 минут. Маловато, но прилично. Разряжаются наушники неравномерно, как и почти все другие. 5 минут зарядки в боксе дают время автономной работы 1 час в тех же условиях. С учетом бокса данная пара проработает около 24 часов в тех же условиях. Водонепроницаемость класса IP54 есть только у наушников. Для удобного использования нужно установить приложение AI Live. Для того, чтобы добавить наушники, необходимо войти в свой аккаунт или зарегистрироваться. Но для этого нужно использовать VPN, и только тогда можно будет использовать данную модель с приложением. Опять же, может быть, какие-то другие сейчас лайфхаки еще появились, но когда я их тестировал, было так. Приложение удобное, на стартовой странице виден заряд наушников по отдельности и бокса в процентах, центр подключения, настройка шумоподавления, эквалайзер с 4 предустановками,
кастомный эквалайзер, 2 режима работы, приоритет качества, соединения и приоритет качества звука, и функция HD вызова. Предустановки эквалайзера хорошие, наушники на эквалайзер откликаются хорошо, ко всему эквалайзер 10-полосный с широким диапазоном. Далее можно настроить жесты для управления, воспользоваться поиском наушников и обновить прошивку Bluetooth версии 5.2. Из кодеков на борту AAC, SBC и LDAC. Через 2 стены наушники не отваливались, фризов я не ловил. Задержка на YouTube незаметна. В играх с включенной опцией низкой задержки она минимальна. Микрофоны с шумоподавлением на базе AI отрабатывают отлично. Голос искажается не сильно, перегруз есть, но небольшой. По коду LDAC звучание довольно сбалансированное. Над низкими частотами поработали по мне отлично. Несмотря на то, что это вкладыши, бас довольно плотный, середина имеет хорошую проработку. Высокие звучат отчетливо и приятно, сцена широкая, глубина присутствует. Детализация у звука хорошая, как для вкладышей, звучат они просто великолепно. Минусы: в моем конкретном экземпляре не работала беспроводная зарядка, скорее всего это зависит от локации, то что у меня ее и нет по идее. Маленькая автономность, нет возможности полноценно настроить тапы и дизайн самих наушников на любителя. Резюмировать хочу так: эти наушники имеют самое яркое и запоминающееся звучание из всех представленных в моем топе моделей, и отрыв у них ровно на отрыв их стоимости. Конечно, они стоят гораздо больше, у них, как и у любых других наушников, есть недостатки, но по совокупности из плюсов данная модель, по моему мнению, является на сегодняшний день лучшими вкладышами из предоставленных в 2023 году от всех производителей. Напоминаю, что сколько где стоят наушники, можете посмотреть по ссылкам в описании. Полноценные обзоры также по ссылкам в описании. Не забудьте поставить лайк этому ролику, написать в комментах, чтобы я продолжал для вас делать топы раз в полгода, раз в год. Напоминаю, что на основном канале минимум по одному обзору в день, еще и на лайв-канале очень часто тоже они бывают. Подписывайтесь на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал, чтобы мы могли постоянно быть на связи. Пишите, что мне бы еще стоило приобрести, чтобы вам об этом рассказать. Как раз обсудим. Всем девайсам из этого топа однозначное да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.